Вчера мы говорили о том, как с одной стороны мы вроде должны думать о Кришне, and on the other side we have to avoid becoming distracted by the illusory energy. и с другой стороны одновременно мы должны стараться избегать того, чтобы материальная энергия отвлекала нас от этого. One of the amazing things is that the same thing can be seen as part of Krishna. Удивительно то, что одну и ту же энергию мы можем рассматривать как часть, составляющую часть вроде Кришны. Or, on the other side, the same thing can be seen as part of the illusory energy. С другой стороны, можем рассматривать тот же предмет как часть иллюзорной энергии. It just depends upon our knowledge. И это зависит от уровня нашего познания. So that knowledge means when we recognize that everything belongs to Krishna, И это познание сводится к тому, что когда мы понимаем, что Кришне принадлежит все, and that everything is meant for Krishna's pleasure, и все предназначено ради его удовольствия, and if we serve Krishna, then we can actually be benefiting ourselves and others. И когда мы в таком сознании служим Кришне, тогда наши действия действительно приносят пользу и нам, и остальным. Then everything becomes spiritual. И тогда все становится духовным. And when we forget that, then everything becomes material. А когда об этом понимании, об этом знании мы забываем, то все становится материей. Yatha tara mula nisheshanena triptyanti tatskandu gujo prashaka prahanarachchaya tendriyanam tataiva sarvahanam atateja. Just like if we water the root of the tree, and the water goes to all the leaves and branches. Когда мы поливаем водой корень дерева, то эту воду получают все его ветви и листья. Or if we supply food to the stomach, then naturally all the different parts of the body are served. Если кормим пищей желудок, то все органы тела получают эту пищу. So by focusing our mind and giving our love to Krishna, actually we're fulfilling the requirements of all other activities. И если мы сосредотачиваем свое сознание и служим, отдаем свою любовь Кришне, то эту любовь, это служение, благо получают все остальные живые существа. So according to the Padma Purana, what is the one rule and the one regulation you should follow? Итак, о каком единственном правиле, единственном предписании говорится в Падма-Пуране? Yes. Smarta Yak Sadatam Vishnu Vismarta Jatuna Kinchit Sarva Vidhi Nisedyasyur Etayar Eva Kinkara. That one should always remember Krishna. Это правило гласит, что следует всегда помнить о Кришне. So that's called our vidhi. Это называется видхи, That's what we're предписание. supposed to do. Предписание – это то, что мы должны делать. And the nisheda, or what we're not supposed to do, is we're never supposed to forget Krishna. А другая часть этого правила – это запретная часть. Это то, чего мы никогда не должны делать. Это мы никогда не должны забывать о нем. If we do that, then everything we're doing is perfect. Если мы будем вести себя в соответствии с этим правилом, то все получится идеально. Of course, we should remember Krishna like the gopis. Конечно же, помните Кришну мы должны так же, как о нем помнили гопи, Not like Kamsa. а не так, как Камса. Kamsa is also always remembering Krishna. Камса тоже умел все время думать о Кришне. He was so absorbed in remembering Krishna Мысль о Кришне его так увлекала, that when he saw his two wives, Akuti and Supti, then he thought they were Krishna and Balaram. что когда он видел свою жену, их было две, Акути и Сути, то он думал, ему казалось, что это Кришна и Баларама. And he took out his sword
and said, Krishna Balaram, you're slain. Он выхватил меч и сказал: Кришна и Баларама, сейчас вы умрете. But his wife said, wait, Kams. Но жены сказали: погоди, Камса, We're not Krishna and Balaram, we're your wives. мы же не Кришна и Баларама, мы твои жены. Oh, I'm sorry. Извините. It was a bad night. Эта ночь прошла для него тяжело. So that's quite Krishna conscious. Это говорит о том, что он находился в таком весьма сознании Кришны. But it's actually not Krishna consciousness. Но с другой стороны, это совсем не сознание Кришны. Because Krishna consciousness means to remember Krishna with love and devotion. Потому что сознание Кришны предполагает памятование о Господе с любовью и преданностью. Many people can come to the temple and see the deities. В храм могут прийти множество людей, они все увидят божества. But do they really see the deities? Но увидят ли они божества на самом деле? Actually, we're just in the material world, a conditioned soul doesn't actually see what's actually there. Действительность в материальном мире обусловленная душа и не видит реальной картины. He sees according to his conditioned nature. Каждая душа видит в соответствии со степенью своей обусловленности. Therefore, he sees according to his own imagination. То есть воспринимает все так, как подсказывает воображение. But Krishna says, Sarva Bhutasthama Atmanam, Sarva Bhutani Chatmani, Ikshite Yoga Yuktatma, Sarvantara Samadarshanaha. That the true yogi observes me in all beings. Но Кришна говорит, что настоящий йоги видит меня во всех существах. And also sees every being in me. И видит, что все существа находятся во мне. Indeed, the self-realized soul sees me, the same Supreme Lord, everywhere. В действительности, познавшая себя душа видит меня, единого Верховного Господа, всюду и во всем. And for one who sees me everywhere, А кто видит меня всюду, повсюду, во всем, and sees everything in me, и видит, что все находится во мне, I am never lost to him, я никогда не теряюсь у него из виду. nor is he ever lost to me. И он никогда, и он, для меня он тоже никогда не потерян. When we start with the basic principle that everything belongs to Krishna, Если мы начнем с этого простого принципа, что все принадлежит Кришне, and then we can see what is the reason why I forget Krishna. то начнем понимать и задумаемся над тем, а почему, собственно, я его вообще забываю. Because we have this tendency to start imagining that something actually belongs to me. То поймем, что забываем потому, что в какой-то момент начинаем себе воображать, что что-то принадлежит нам, а не ему. Because as soon as we forget or we don't know what Krishna wants us to do, Потому что если мы только перестаем понимать, если мы забываем, чего от нас хочет Кришна, then the illusory energy comes and just covers us over. то тут же появляется материальная энергия и нас заволакивает. And then we think, well, let me do this in order to get what I want. Когда мы думаем, вот я хочу вот этого, давай-ка я поведу себя вот так и сделаю вот это. Then we think, I am the body. Мы начинаем думать, что я же тело, Or even the body belongs to me. или хотя бы, что тело принадлежит мне. My body wants this. Мое тело хочет вот этого. My mind wants that. Мой ум стремится к тому. My wife wants this. Моя жена хочет My чего-то. children want that. Мои дети хотят того. My nation wants this. Народ от меня требует вот этого. And then instead of working for Krishna, we work for so many things. И тогда вместо того, чтобы служить Кришне, мы служим всем вот этим разным предметам. Instead of watering the root, we start watering each leaf and branch. Вместо того, чтобы поливать водой корень, мы начинаем поливать отдельные листья и ветви. We forget that all these leaves are connected to the branch, to the root.
Мы забываем о том, что все эти ветви и листья соединены с корнем. And we busily engage in serving each leaf, and we forget about the root. И пока мы судорожно обслуживаем каждую веточку в отдельности, мы забываем о самом корне. And the more water we put on each leaf, the more they complain. И чем больше мы поливаем каждый листок, тем больше они жалуются. We work so hard watering the leaves, and they all say, "You're a terrible servant." Мы поливаем каждый листок по отдельности, и от каждого слышим одно и то же, что ты никудышний слуга. Because actually the only way the leaf is going to get the water is if we water the root. Потому что единственный способ для этого листика получить свою порцию воды, это когда мы выльем эту воду на корень. The only way of actually serving anyone is to serve Krishna. Единственный способ услужить кому бы то ни было, это услужить Кришне. Otherwise, it's exactly that analogy: a person's drowning in the ocean. Иначе, в любом другом случае, подходит вот аналогия человека, который тонет в океане. And someone dives into the ocean to rescue him. Кто-то ныряет в этот океан в надежде спасти его. Swims out. Плывет. Grabs hold of the man's swimming suit. Подплывает к этому человеку, хватает его за этот его купальник. Rips it off him. Срывает с него этот купальник. Swims back to the shore. Плывет обратно к берегу. And holds up the swimming suit. И поднимает купальник. I saved him. Я спас ее, видимо, да. But the man drowns. Но человек тем временем утопает. So everyone is drowning in the ocean of material existence. Тогда каждый тонет в этом океане материального существования. And there are so many people to save us. И вокруг, на берегах, толпятся так много людей, которые готовы нас спасти. But they're only interested in our swimming suit. Но что они, собственно, собираются спасать, это наш купальник. They've forgotten about the poor soul within the body who's drowning. Они совершенно забыли о той бедной душе, которая находится в теле, которая на самом деле утопает. So only if we try to take care of the soul can we actually be helping the person. И человеку мы можем помочь лишь в том случае, если действительно заботимся о душе. And the soul needs an ocean of happiness. Душа же пребывает в океане блаженства, счастья. And the only ocean of happiness that exists is the Hare Krishna mantra. Душа нуждается в океане блаженства. Единственный океан блаженства, океан счастья – это Харе Кришна. Radha and Krishna, they're the ocean of happiness. Рада и Кришна – это океан счастья. Exactly like the rasa dance. В действительности киртан, по сути, соответствует, это точная копия танца раса. We're chanting Hare Krishna, some Radha and Krishna, they're dancing. Когда мы поем Харе Кришна, то к нам в танце присоединяются Рада и Кришна. The Panchatattva they're dancing. Там же вместе с ними и Панчататтва, они тоже танцуют. The 6 Goswamis are there, they're also dancing. Там же и 6 Госвами, они тоже танцуют. And our acharyas there, they're also dancing. И все наши ачарьи там, они тоже танцуют. If we're actually connected through the teachings of Chaitanya Mahaprabhu, through Srila Rupa Goswami, chanting the Hare Krishna mantra means it's a rasa dance with all of Chaitanya Mahaprabhu's associates joining in. Если мы действительно следуем учению Господа Чайтаньи и Рупы Госвами, то мы присоединяемся к этому танцу расы, в котором участвуют все они. And when we're chanting Hare Krishna, then we can also remember Chaitanya Mahaprabhu and his associates. И когда мы воспеваем Харе Кришна, то
мы способны помнить и Господа Чайтанью Махапрабху, и всех его приближенных. Chaitanya Mahaprabhu is walking on the bank of on the sand dunes of Jagannath Puri. Господь Чайтанья бегает по этим дюнам, песочным дюнам, холмам в Джаганнатха-Пури. And when he's walking there, suddenly he sees the Chataka Parvata. И гуляя по ним, он вдруг видит эту Шарака Парвату. And he thinks that Chataka Parvata is actually Govardhan Hill. Но ему кажется, что это Парват, этот холм или гора, это Говардхан. And he recites the verse by the gopis. И он произносит стих, который произносили гопи. Hatayam Adri Abala Harivasa Varyam. That this hill, Govardhan, is the best of all the hills. Говардхан, этот холм Говардхан, лучший из всех. Harya Varya, it's the best of all of Krishna's devotees. Он лучший из всех преданных Кришне. Because it supplies Krishna and Balaram and their friends with all kinds of places for pastimes. Потому что благодаря ему Кришна, Баларам и все их друзья имеют достаточно пространства, мест для игр, площадок для игр. And it supplies the cows with grass and water. Он обеспечивает всех их коров травой и водой. So Chaitanya Mahaprabhu began to run after the hill, И Господь Чайтанья Махапрабху побежал к этой горе, thinking that now I'm going to be in Vrindavan. представляет, считая, что он находится что он прибегает по Вриндаван. So he ran after the Govardhan, the hill, the sand dune, at the speed of the mind. Он понесся к этой дюне со скоростью мысли. But then he became so ecstatic that his body began to erupt. Но от его чувств экстаза его тело стало покрываться такими Erupt. Began to explode. Разрушаться. ну да, стало плавиться, да, или даже взрываться, может быть. Пузыриться. Сейчас посмотрим. From his body, his body is like a kandamba flower. Его тело стало подобным цветку кадамбы. But just like roses, blood was like erupting from his body. Кровь вырывалась из его тела, словно лепестки роз, то есть в таких формах, как цветы. Blood and perspiration. Кровь и пот. And so he slowed down to the speed of the mind. Medlin. He slowed down. He was running towards the hill at the speed of the mind, and it's at the wind. Oh, it slowed down to the speed of the wind. И его скорость от скорости мысли снизилась до скорости ветра. And then he fell on the ground unconscious. Тогда он упал на землю без сознания. And his mind went to Vrindavan. А ум его, то есть в мыслях, он отправился во Вриндаван. At this time, Radha-Damodara, Ramananda Roy, Acharya, Bhagavanacharya, and others, they were all running towards Chaitanya Mahaprabhu. В это время все вот эти его последователи, перечисленные, его приближенные, бежали к нему. There was also Bhagavanacharya and Brahmananda Bharati
and others, they finally arrived. Well, Bhagavan Acharya was lame, so he took a long time to come. But Radha-Damodara arrived, and at the same time, Brahmananda Bharati arrived. Бхагаван Ачарья хромал, поэтому он задержался дольше остальных. Но Сваруб Дамодар и Парамананда Бхарати прибежали быстро. And there they found Chaitanya Mahaprabhu, his body was covered with sand. И они обнаружили Господа Чайтанью Махапрабху, тело которого было полностью покрыто песком. And they began to chant the Hare Krishna mantra into his ear. Они стали петь Харе Кришна мантру ему прямо на ухо. And at that time he came to half external consciousness. В то время ему вернулось внешнее сознание, но лишь наполовину. And he said, "Where am I?" Он очнулся и спросил: а где я? I was in Vrindavan. Я же только что был во Вриндаване. I was on Govardhan Hill. Я находился на холме Говардхана. And there I saw Krishna with all the cowherd boys. И играл там, и увидел там Кришну со всеми пастушками. And Krishna was playing on his flute. Кришна играл на своей флейте. And at that time all the gopis, they appeared and they were very beautifully dressed. Он заиграл на флейте, и в тот же момент появились все гопи в прекрасных одеяниях. And the gopis, they took me to a tree. Гопи подвели меня к дереву. And they asked me to pick flowers for Radha and Krishna. И попросили, чтобы я сорвал цветы для Радхи. And Radha and Krishna, they entered into a cave. А Рада и Кришна тем временем зашли в пещеру. At that time, you made this loud noise. В то время вы тут начали шуметь. And you brought me back here. И этот шум вернул меня сюда. And Chaitanya Mahaprabhu began to cry. И Чайтанья Махапрабху расплакался. So at that time, Bhagavan Acharya arrived. В то время с опозданием подхромал Бхагаван Ачарья. And he asked Chaitanya Mahaprabhu came to full external consciousness. И в то время Господу Чайтанье вернулось внешнее сознание полностью. And he said, "What happened? Он спросил, что случилось? Why are you here?" Почему вы здесь? So Bhagavan Acharya said, "My Lord, I came here just to see you dance." Бхагаван Ачарья ответил: я примчался, чтобы увидеть, как ты танцуешь. So then all the devotees went to the ocean in Jagannath Puri to bathe. Когда все преданные направились к океану, на берег океана, совершить омовение. So this is Chaitanya Mahaprabhu's ecstasy of feeling separation. Так Господь Чайтанья испытывал экстаз разлуки. So of course how can we feel separation like Chaitanya Mahaprabhu? Разумеется, как нам это удастся, испытать вот такое чувство разлуки, как у Господа Чайтаньи. So we follow the instructions of the immediate Acharya. В свою очередь, мы просто идем по стопам ближайшего к нам Ачарьи. Immediate. Yeah. So, if the immediate Acharya means one who's in the same mood of feeling separation from Krishna as Chaitanya Mahaprabhu. И этот Ачарья предполагается, что это тот, который находится в таком же состоянии разлуки с Кришной, как Господь Чайтанья. Our immediate Acharya, we know, is Srila Prabhupada. Как нам известно, наш Ачарья, который самый близкий к нам, это Шрила Прабхупада. Or if we follow someone who's following the immediate Acharya, а также, если мы следуем кому-то, кто следует этому ближайшему к нам Ачарье, then they connect us to the teachings of the six Goswamis. То они соединяют нас, приводят нас, так сказать, посвящают нас в учение шестерых Госвами. And if we serve the teachings of the six Goswamis, если мы служим учению шестерых Госвами, then they connect us to the Panchatattva. То они соединяют нас с Панчататтвой. Gauranga balite habe pulaka sharir
Hari Hari Bolite Naine Babe Nir Harakave Tai Chan Karuna Harbe. So they connect this with Chaitanya Mahaprabhu. Они в свою очередь соединяют нас с Чайтаньей Махапрабху. And Chaitanya Mahaprabhu, we connected with him, and we remember him in that service attitude. Когда мы соединены с Господом Чайтаньей, когда мы помним о нем в состоянии служения, then we'll gradually become more and more conscious of him. то мы все лучше и лучше поймем его. Being conscious of Chaitanya Mahaprabhu means you actually experience his feelings of separation. А понимать Господа Чайтанью Махапрабху означает погрузиться в чувство разлуки. And feeling his constant separation means that we'll actually be associating with Radha and Krishna and their associates in Vrindavan. А погрузиться в это состояние разлуки, в эти чувства разлуки означает, что мы действительно будем находиться в связи с Радхой и Кришной и их приближенными во Вриндаване. Of course, to get Chaitanya Mahaprabhu's association, we have to serve Lord Nityananda. Разумеется, чтобы обрести общество Господа Чайтаньи, мы должны служить Господу Нитьянанде. So Lord Nityananda is the basis of the service attitude towards Lord Chaitanya Mahaprabhu. Господь Нитьянанда является собой основу состояния служения Господу Чайтаньи. And he was serving Chaitanya Mahaprabhu's instruction. Он служил указаниям. So what was that instruction? Он служил указаниям Господа Чайтаньи. И к чему же это указание сводилось? Yari Deka Tarikaha Krishna Upadesh Amara Agai Guru Hana Taridesh. That whoever you meet, you try to tell them about Krishna. С кем бы ты ни встречался, каждому рассказывай о Кришне. Then this world, there's actually nothing really lacking. Тогда в этом мире ничего не будет недоставать. What is lacking is our consciousness of Krishna. Единственное, чего нам не достает, это нашего сознания о Кришне, нашей сознательности о Кришне. Therefore, it's the devotees, everyone's duty is somehow or another remind people that they're actually Krishna's servants. Поэтому долг преданного сводится так или иначе, сводится к тому, чтобы так или иначе напоминать людям об их связи с Кришной. And if we simply do that, then we're actually connecting people to Krishna. То есть о том, что они являются слугами Кришны. И если мы это делаем, то мы и восстанавливаем эту связь людей с Кришной. Either we directly connect them to Krishna, Делаем это либо непосредственно, by preaching, проповедуя, by book distribution, распространяя книги, by Harinam Sankirtan, проводя харинамы, or we assist the preaching mission. или же мы можем помогать тем, кто проводит эту миссию, проповедническую миссию. Prabhupada writes in the verse, Etam sushushritam brahmams tapatraya chakititaham. That the best remedial method, this is Srimad Bhagavatam 1:5:35. В Шримад Бхагаватам 1.5.35 Шрила Прабхупада говорит, that the best remedial measure что лучшее средство, to remove all the miseries of material existence, облегчающее, избавляющее от всех страданий материального существования, is to dovetail all our activities in the service of Krishna. Это соединение всей нашей деятельности со служением Кришне. And therefore, whoever we are, whatever our abilities are, simply if we utilize those in Krishna, in Krishna's service, our lives will become fully conscious of Krishna.
И какими бы способностями мы не обладали, если мы используем их в служении Кришне, то наша жизнь становится совершенной. For instance, if one is in the mode of goodness, К примеру, если человек в гуне благости, then one should try to prove Krishna's existence. то он должен стараться доказать, показать другим, доказать, что Кришна существует. If one is a learned person, К примеру, он ученый. he should try to teach others about Krishna. Если человек ученый, он должен учить других о том, каков Кришна. Don't think that because I know a few slokas or I know I've read some books, therefore I know everything. Но не стоит думать, не следует думать, что если я запомнил несколько шлок или прочел несколько книг, заучил несколько книг, то я уже знаю все. Don't try to decry Krishna or claim that everyone is Krishna. Не следует никаким образом умалять положение Кришны или утверждать, что все по существу являются Кришной. No, one should try to actually establish Krishna as the Supreme Personality of God. Нет, следует реально показать, что Кришна является Верховной Личностью Бога. And that everyone should focus one's attention and give their love to Krishna. И что каждый должен сосредотачивать свое сознание, свое внимание на Кришне и развивать привязанность к Нему. And if one is a warrior like Arjuna, Если же человек воин, как, например, Арджуна, or a manager, или какой-то руководитель, then one should utilize one's ability to fight for Krishna. то такой человек должен использовать свои способности для того, чтобы сражаться ради Кришны. Fight for Krishna means to spread the Sankirtan movement. А сражаться ради Кришны означает распространять движение Санкиртан. One should organize the temple or organize even one's home. But Prabhupada said, organize in such a way that throughout the 24 hours a day, one cannot help but think of Krishna. Такой человек может организовать, например, храм, деятельность храма или жизнь своего дома, но главное организовать так, как Шрила Прабхупада говорил, чтобы 24 часа в сутки все кружилось вокруг Кришны. That's good organization. Вот в этом заключается хорошая организация. That if everyone in the temple that we're in, or everyone in our home, or everyone anywhere we have some influence, if they're always thinking about Krishna, then we're a perfect manager. Если все, кто находится под нашим руководством или в зависимости, на кого распространяется наше влияние, будь то храм или наш дом, 24 часа в сутки думают о Кришне, то в этом совершенство. So one should fight like Arjuna, he fought for Krishna. Если приходится сражаться, то нужно сражаться так, как Арджуна, ради Кришны. So we have the tendency to organize people, we should organize them for Krishna. Если у нас склонность организовать людей, то давайте организуем их ради Кришны. And if one has some resources, Если у нас есть какие-то ресурсы, if one is a businessman or has some assets, это финансовые ресурсы, если у нас свой бизнес, к примеру, they should be used in the service of the Sankirtan movement. то эти ресурсы также следует применить в служении движению Санкиртан. In this way, whatever energy we may have should be utilized for Krishna's service. Итак, все свои энергии мы должны задействовать в служении Кришне. But Prabhupada writes that the best thing after all Но Прабхупада пишет, что лучше всего, в конце концов, is to hear and chant about Krishna. это слушать и петь о Кришне. But in the absence of such a tendency, Но если такая склонность в нас пока не проявилась, we should utilize whatever we have an attraction for, то мы должны использовать то, к чему мы пока испытываем влечение, and utilize that to please Krishna. использовать все это ради удовлетворения Кришны. By utilizing it somehow or another to remind people about Krishna.
использовать все, что в наших возможностях, путем использования всего, что в наших возможностях, для того, чтобы напомнить людям о Кришне. And if we do that, then kataruchi, then gradually a taste will develop for hearing and chanting about Krishna. И если мы это делаем, то постепенно у нас разовьется вкус к слушанию и пению о Кришне. Because we don't experience Krishna, therefore we don't, when we chant Hare Krishna, well, if we chant Hare Krishna and we actually experience Krishna, that's called kataruchi. Когда мы поем или слушаем о Кришне и действительно ощущаем его, тогда вот это называется ручи, то есть вкус. And if we wonder why is that when I chant Hare Krishna, I don't actually feel Krishna's presence. Но если же наше состояние таково, мы часто удивляемся, почему вот я пою о Кришне, но я не чувствую его присутствия. So what's standing in our way between ourselves and Krishna is all the different things that we're not utilizing in Krishna's service. То в таком случае между нами и Кришной стоит все то, чего мы еще не используем для служения Ему. But if I take this and I take that and I take all these things and I utilize them in Krishna's service, then there won't be any barrier between me and Krishna. Но если я все, что в моих возможностях, одно, другое, третье, все беру и использую в служении Кришне, то между мной и им уже ничто не будет стоять, ничто не будет препятствовать. Therefore, the whole secret is simply to think about how to utilize whatever I have and utilize it to please Krishna. Итак, весь секрет сводится к тому, чтобы все, что я имею, все, что в моих возможностях, использовать в служении Кришне. So most of us, how many live in a temple here? Кто из тех, кто находится здесь, живут в храмах? How many live in their homes? А кто живет дома? How many homes are a temple? А у кого дом уже превратился в храм? Oh, I hope there's more than that. Хочу надеяться, что таких домов на самом деле больше. How many devotees have deities in their home? А у кого дома есть божества? How many have pictures of Krishna in their home? У кого дома есть изображение Кришны? How many homes belong to Krishna? А сколько домов принадлежит Кришне? How many homes belong to us? А сколько домов принадлежит нам? Saksalenia. So, it is not that there's some place where Krishna doesn't exist. Не следует думать, что есть какое-то место, где Кришны не было бы. The only difference between someone's home and a temple Единственное различие между домом и храмом is that in someone's home they think it's my home. это то, что о доме мы думаем, что это наш дом. And in the temple they think it's Krishna's temple. А о храме мы думаем, что это дом Кришны. But if we think our home is a temple, it's Krishna's home, then it becomes a temple. Но если о своем доме мы думаем, что это дом Кришны, то он превращается в храм. Of course, we actually have to act as if it's Krishna's home. Но, естественно, мы должны не только думать, но и вести себя точно так, словно это действительно дом Кришны. Not that we have this little place where we put Krishna. А не так, что где-то в каком-то уголке мы, так сказать, закоулке мы помещаем Кришну. Every week we take his little glass and change the water. И раз в неделю мы берем вот эту маленькую его чашку и меняем там воду. And once a month we dust him off. А раз в месяц стираем с него пыль.
And when he looks hungry, we give him a little food to eat. И когда уже он выражает, сказать, на нем отчетливо выражается чувство голода, но мы даем ему там немножко, чуть-чуть. No, we have to act as if this house actually belongs to Krishna. И мы должны вести себя так, словно действительно весь дом принадлежал бы ему. And then the house becomes, just like Bhaktivinoda Thakur said, И тогда весь дом превращается в то, о чем Бхактивинода Тхакур говорил. when he entered into his house, he saw that it was actually Goloka Vrindavan. Когда он входил в дом, он видел, что это Голока Вриндаван. That the water from the Charanamrita, it turned into the river Ganges. Он видел, как Чаранамрита превращалась в Гангу. And Bhaktivinoda Thakur didn't take any intoxication. И при этом он не был пьян, он не употреблял никаких других одурманивающих средств. His vision was spiritual. Просто он обладал духовным видением. So that can also be our vision if we develop it through the service. Таким же видением можем обладать и мы, если разовьем его посредством служения. So on one side, we have to see that there's this tendency to forget Krishna. Итак, с одной стороны, мы видим свою склонность забывать о Кришне. One time, Giriraj Maharaj was walking with Srila Prabhupada in Mumbai, by the ocean in Mumbai. Однажды Гирираджа Махарадж прохаживался со Шрилой Прабхупадой в Мумбаи по берегу океана. And Prabhupada said some philosophical statement. Шрила Прабхупада высказал какое-то философское утверждение. And Giriraj Maharaj said, "Thank you very much." Гирираджа Махарадж ответил: огромное вам спасибо. I was in Maya. Я был в Майе. I didn't understand that before. Раньше я этого не понимал. And Prabhupada said, "You were in Maya." Прабхупада ответил: ты и сейчас в Майе. He said, "You're always in Maya." Да, что значит был в Майе? Ты и сейчас в Майе. Because as long as we're in material energy, in material consciousness, then we're under the influence of illusion, Maya. Пока мы находимся в материальном сознании, мы всегда будем под влиянием майи, иллюзий. But when we hear the instructions from our acharyas, но если при этом мы слушаем указания, наставления своих ачарьев, we hear Prabhupada's instructions, слушаем наставления Прабхупады, coming from his books, которые мы можем подчеркнуть из его книг, coming from his sincere authority of followers, которые мы слышим от его искренних последователей. And we take those instructions into our heart, и эти наставления мы принимаем всем сердцем. And try to serve them to the best of our ability. И стараемся служить, руководствуясь этими наставлениями. Then gradually everything will become spiritual. Как можно лучше, то постепенно все становится духовным. Tesham sadatam yukdanam bhajantam pratipurvakam tadami buddhiyogam tam yena mamupyanti te. To those who are constantly devoted to serving me with love. Тем, кто постоянно и с преданностью и любовью служит мне, that I give them the understanding by which they can come to me. Я даю понимание, с помощью которого они могут прийти ко мне. I dwell in their heart. Я, находясь в их сердцах, destroy with a shining lamp of knowledge. Факелом знания the darkness which is born of ignorance. Уничтожаю невежество, рожденное от темноту, рожденную от невежества. So if we take those instructions and we apply them in our lives, then gradually Krishna will appear. Так, если мы принимаем эти наставления и применяем в своей жизни, то Кришна постепенно проявится. And then gradually all the darkness of illusion will disappear. И постепенно вся темнота, весь этот мрак иллюзии
исчезнет, улетучится. Krishna Surya Sama Maya Andhakar. That Krishna is just like the sun. Кришна в точности, как солнце. And when the attitude of service to Krishna is there, then all the darkness of Maya will gradually go away. И когда присутствует этот дух служения Кришне, то вся темнота Майи постепенно уйдет. And then one day we'll come into our house. И в какой-то день, прекрасный день, мы вернемся домой. And it won't be our house. И увидим, что это уже не дом. It'll be Goloka Vrindavan. Что там уже Голока Вриндаван. And the water from the Charanamrita will turn into the Ganges. А вода Чаранамрита превратилась в Гангу. And then we'll realize Тогда мы поймем, that Bhaktivinoda Thakur wasn't taking drugs. тогда мы поймем, что Бхактивинода Тхакур в действительности не употребляла дурманные вещества. Спасибо. Есть ли вопросы? Да. Вы говорили, что мы должны свою природу записывать к этому служению. Романтическую, шатхийскую. А если ты не знаешь свою природу? We tell me that we should use our nature in devotional service, but what if one doesn't know his nature, is not sure about his nature? Yes. Then what do? We utilize whatever we have in Krishna's service. Да, и что же тогда делать? Нам остается только использовать в служении Кришны все, что у нас есть, Under the direction of someone who knows what they're doing. под руководством кого-то, кто знает, что делает. So it's not difficult. The Prabhupada said we don't need the Varnashram system in this age. Это не так-то трудно. Шрила Прабхупада говорил, что в этот век система Варнашрама не очень-то нужна. If we follow there are two types of swadharmas. Свадхарма бывает то, чему мы должны следовать, бывает двух видов. Swa means own. Сва означает наше, собственное. Dharma means duty. Дхарма означает обязанность. So there are two types of duties. Эти обязанности бывают двоякие. One duty is according to our psychophysical nature. Одна определяется нашей психофизической природой. And the other duty is according to our transcendental identity as Krishna's service. Другая проистекает из нашей трансцендентной природы, которая сводится к тому, что мы слуга Кришны. So we serve Krishna under the guidance of his representatives. Итак, мы служим Кришне под руководством его представителей. Then automatically all the other duties are fulfilled. В таком случае все остальные обязанности исполняются автоматически. Devarsha Bhutatmarinam Tatrinam Nikinkaro Ya Sharajan Sarvatmana. What's the next word? Sharajan. That if one is a Deva, Bhuta, Apta, if one is serving Krishna, then automatically all the other services are taken care of. В этом стихе говорится, что кем бы ни была душа, деварищей, предкам, Бутам, кем бы он ни был, если он служит Кришне, если эта душа служит Кришне, то все остальные обязанности выполняются автоматически. If we chant Hare Krishna, если мы повторяем Харе Кришна, serve the Sankirtan movement, служим движению Санкиртана, then all the other duties are already fulfilled. то все остальные обязанности выполняются само собой. But if we are wondering what duty I should do, но если мы думаем, чем же нам заниматься, then we can ask Krishna's representatives. К чему сводятся наши обязанности, то тогда можем спросить об этом у представителя Кришны. And they may try to utilize our propensities in the Sankirtan movement. И они постараются занять наши способности в движении Санкиртана. And even if we have no propensity,
Но даже если у нас никаких способностей нет, still they'll find something for us to do in the Sankirtan movement. они все равно найдут что-нибудь, чем мы могли бы заняться в служении. Just go to the kitchen. Just go to the kitchen. К примеру, можете просто направиться на кухню. And tell them you have no propensities. И можете им сказать, что никаких способностей у вас нет. What should I do? Что же мне делать? They'll find something for you to do. И они найдут, что вам делать. Anything else? Еще что-нибудь? Как объяснить родителям, что то есть, вполне внешне мы выполняем долги перед родителями, то есть нельзя же просто так сказать, вот я читаю про Кришны и So we understand that we are fulfilling our obligations to our parents and forefathers by chanting Hare Krishna and serving Krishna. But how can we explain that to our parents? May take some time. Это может потребовать, на это может потребовать уйти какое-то время. To serve Krishna means we also have to do our duties. Но служение Кришне предполагает выполнение и наших обязанностей. What that duty is may be different for different people. К чему эти обязанности сводятся, может зависеть для разных людей по-разному. Radha-Damodara Swami, he had elderly parents. Рагунатха Госвами, его родители были уже очень пожилыми. Prabhupada Saraswati and Venkata were his relatives. Venkata was his father. Его отцом был Венката Бхатта, Прахладананда Сарасвати был каким-то другим родственником. A very advanced Vaishnava. Очень продвинутый Вайшнав. Chaitanya Mahaprabhu told Raghunath Bhatta to go back and serve your parents. Господь Рагунатха Бхатте, Господь Чайтанья сказал: возвращайся домой и служи родителям. Because they were Vaishnavas. Потому что они вайшнавы. So we should neglect our parents. Так что родители, мы не должны пренебрегать родителям. We have some obligation to them. У нас есть, мы в долгу перед ними. Especially if they're devotees. Особенно если они преданы. Or if they're favorable. Или хотя бы благосклонно относятся. So we don't neglect our duties. Так что этими обязанностями мы не должны пренебрегать. But our duties should be in relation to Krishna. Но должны выполнять эти обязанности в служении Кришне, в духе служения Кришне. Not simply out of sentiment. А не просто из-за какого-то сентимента. So how everyone is an individual and their parents are different, their circumstances are different. Разумеется, каждый из нас индивидуален. Наши обстоятельства разные, ситуации разные, родители разные. But whatever we do as a service to Krishna. Но все, что мы делаем, мы стараемся выполнить как служение Кришне. Because eventually Chaitanya Mahaprabhu said, after your parents leave, then you should go to Vrindavan. He told Radha-Damodara Goswami, and join the 6 Goswamis there, the other Goswamis there. И даже Рагунатха Бхатта Госвами, Рагунатха Бхатти Госвами, Господь Чайтанья сказал: когда твои родители уже уйдут из этого мира, тогда ты тоже иди во Вриндаван и присоединяйся к остальным Госвами. So ultimately we want to fully engage ourselves in Krishna's service. В конце концов, мы хотим полностью погрузиться в служение Кришне. Ultimately by always hearing and chanting about Krishna. И полностью погрузившись в слушание и воспевание о Кришне. And, well, helping preaching the Sankirtan movement. И помогая, служа движению Санкиртана. But before we can do that, we may have other obligations we may have to do for Krishna. Но перед тем, как нам удастся полностью в это погрузиться, возможно, нам придется выполнить еще какие-то обязательства. But we should know what our goal is. Но мы должны понимать, к чему сводится наша цель. Да. Мы часто говорим о выполнении обязанностей, но при этом
во всяком случае, не слышу вот в фразе выполнения обязанностей слово «любовь» к тем же родителям, да? Где вот это взаимоотношение, ну, выполнения, да, обязанностей и все-таки любви ко всему? We often hear this dharma, obligations, fulfilling our duties, for instance, in regard to our parents. But she says, I don't hear about love to our parents. So where is that balance or something between our duties? We should love our parents. Ну, разумеется, родителей тоже можно любить. Because they're Krishna servants also. Потому что они тоже слуги Кришны. We should love everyone, including our parents. Любить вообще желательно всех, включая и родителей в том числе. But as Krishna servants. Потому что, но именно как слуг Кришны. Then that's real love. Тогда эта любовь будет настоящей. Otherwise, we have so many sentiments. В противном же случае у нас будут просто разные сентименты. People say they love their car. Люди говорят, например, They love their dog. Я люблю машину They свою, love their parents. люблю собаку, люблю родителей. But without Krishna, it's not really love. Но если там нет Кришны, то не будет и настоящей любви. Real love means in relation to Krishna. Настоящая любовь проявляется в отношении с Кришной. Same activity, different consciousness. Действие то же самое, но сознание другое. We think we can love something without Krishna, that's called illusion. Если мы думаем, что можем любить кого-то без Кришны, это называется иллюзией. And if we love things in relation to, we love Krishna, and we love things in relation to Krishna, that's called Krishna consciousness. Но если мы любим Кришну и все, что с ним связано, то это называется отношение в сознании Кришны. Prabhupada gives the example, my father died. Шрила Прабхупада приводил пример, он говорил, вот мой отец умер. Someone is crying, my father has died. То есть если человек плачет, например, что вот мой отец умер, But the body's still there. но тело ведь все еще там, оно The лежит. body is there, why are you crying? Тело лежит у нас перед глазами, чего тут плакать? No, my father has died. Нет, но у меня же мой отец He's not there anymore. Он уже, со мной его уже нет. That means the person who's actually your father, you never saw him. А это означает, что ту личность, которая на самом деле была вашим отцом, вы даже никогда и не увидели. He didn't actually die, he went someplace else. И он не умер, он отправился в какое-то другое место. Is the body still there? Потому что тело никуда не, оно с места не двинулось. So it's the soul we actually should love. Так что любить на самом деле следует душу. And actually the soul is a little particle of Krishna. А душа – это маленькая частица Кришны. So it's actually Krishna that we love. На самом деле мы любим Кришну. Just like a little particle of gold. К примеру, частица, крупинка золота is valuable. Ценна. Because we know the whole gold mine, how valuable it is. Потому что ее ценность определяется ценностью всего, так сказать, золота в целом. So we know our parents, everyone is just like a little particle of Krishna. Так мы понимаем, что каждый, включая наших родителей, это всего лишь частица, крупинка Кришны. So if we value Krishna, we'll value all his little particles too. И если мы ценим Кришну, то мы будем ценить и все его частицы. Спасибо. Шрила Прабхупада ки джай, Шри Чайтанья Махапрабху ки джай, Гаур